Всех приветствую! Добро пожаловать на игровой канал. Меня зовут Оскар. Сегодня у нас с вами мобильная игра под названием DR Survival. Мы собираемся проходить первый этап событий под названием Джекпот. Мы собрали определенное количество красных фишек, которые позволят нам начать первый этап. Давайте уже приступим. Получается, нажимаем на первое задание. Джекпот говорит нам: набрал фишек? Отлично. Этого вполне хватит, чтобы попасть в 3 топора и влиться в игру. Удачи и не поддавайся азарту, у тебя другая цель. Помню, поставить на кон фрагмент карты. Окей, мы получили с вами очередное задание. Перед тем, как мы туда пойдем, видимо, будут какие-либо разборки у нас. А для этого нам нужно полностью с вами подготовиться. Что мы будем делать в первую очередь? Так, в первую очередь, я так думаю, давайте поменяем броньку. Сразу же целенаправленно выберем полярную броню, для того, чтобы увеличить количество урона, которое у нас с вами будет. Сделаем так. Также нам нужно будет сейчас сделать, понизить количество, либо нет. Либо, может, сделаем следующий. Так, сейчас оденем сумку обжоры, которая у нас с вами есть. Да, сумку обжоры сейчас мы с вами оденем. Отлично. Теперь, получается, у нас есть большое количество, которым мы можем с вами питаться. Так, сопротивление урона только здесь, да, у нас? Сделаем так. Скушаем новогоднее оливье, которое нам дает повышение показателей еды, которые у нас с вами есть. Отлично. Параллельно мы, получается, кушаем утку по-пекински, которая дает тактику восстановления 1 очко. Замечательно. Также давайте скушаем старые консервы. Сопротивление урона, получаем урон минус 10. Это получается у нас... Не-не-не. Это здесь 36 часов же, да, у нас получается? Да, 36 часов. Так что в первую очередь пока мы будем брать те, которые по 36 часов у нас уходят. Так, давайте компот сразу сделаем, чтобы я потом не забыл. Здесь что будем брать? Здесь зависит от того, как мы будем с вами действовать. Будем брать оружие ближнего действия или не будем брать. Если на 4 ячейки действия будет, я так думаю, что мы не будем оружие ближнего действия брать, потому что, как показывает практика, тем более вчера я поиграл, большинство не любят бросаться гранатами. Поэтому нам нужно в первую очередь сесть охотник за головами. Это урон по людям 25%, который у нас с вами есть. Единственное, что... у нас не хватает яйца. Яйца не хватает. Сейчас мы организуем, это не проблема. У меня тут целый схрон. Давайте мы одно разделаем. Отлично, теперь яйца у нас с вами появились. Давайте котлета по-киевски мы сделаем. И ее сразу же утрамбуем. Так. Прекрасно. Теперь у нас получается все заполнено. Это ничего страшного. У нас есть, получается, от новогоднего ивента борода из ваты. Я не одел, да, его? Надеваем его и едем как раз в Красноярск для того, чтобы поспать в радиоактивной зоне. Так, заходим в лагерь для беженцев. И здесь уже можно будет хорошенько поспать. У нас стоит облик... Паланкин, который дает возможность увеличить шанс уклонений и дальность передвижения в бою. Так, нужно 8 часов поспать. Как вы видите, у нас сразу же понижается количество того, что нам сейчас будет необходимо. Количество еды и воды у нас снизилось. Супер. Теперь можно обратно возвращаться на базу. И теперь уже спокойно и смело можно будет воспользоваться всеми другими вещами. Так. Я перепутал, оказывается, это не полярная броня, это арктическая броня. Вот полярная броня, надеваем на нее. Также сразу параллельно, чтобы мы не забыли, одеваем разгруз диверсанта. Нет, пока разгруз диверсанта одевать не будем, потому что нам нужно же поесть. Да, нам нужно поесть. И мы сейчас с вами это все сделаем, все организуем. Как это все грамотно бы сделать так, чтобы у нас потом не возникли проблемы. Открываем давайте сразу же нашу кухню. Посмотрим, что у нас есть. Так, подготовку 1 мы обязательно съедим. Подготовку 2 мы тоже обязательно съедим. Здесь у нас не хватает грибов, да? Но это ничего страшного. Так как у нас есть супер облик, которым мы можем с вами воспользоваться. Так, кашевар у нас с вами стоит.
Для этого нужно что нам сделать? Нам нужно сделать простую похлебку. Мы как раз с вами это и сделаем. Получается, надо будет 2 штуки. 1 штука воды нужны, получается, и можно 15 сделать, и простая похлебка у нас с вами готова. Заходим в рецептурную, нажимаем. Отличный грибной суп у нас с вами готов. Замечательно. Теперь броня 1 степени, броня 2 степени мы должны с вами сделать. И получается броня 3 степени, она должна тоже быть у нас готова. Но сюда нужно мясной рулет. Это молоко и нужно обратно яйца. Ну, сейчас мы организуем. У нас все это полностью есть. Мы для этого все с вами, как говорится, приготовили. А что касается молока, у нас молоко, да, молоко можно сделать. Отлично. Большая благодарность Павлодарцу, то, что он дал нам рарное оружие, которое можно делать молоко. Огромное спасибо ему. И в итоге обратно давайте съедим то, что у нас с вами есть. Не, мы не съедим, мы еще с вами даже не сделали. Сейчас это надо все просто в голове уложить, чтобы это все полностью не забыть. Так, мы все прекрасно. Теперь получается, что нам нужно? В первую очередь мы съедаем подготовку 1, подготовку 2. Отлично. Потом увеличим количество броньки, которое у нас с вами должно быть. Так, броненосец раз. Съедаем мясные котлеты, съедаем, получается, пельмени. Супер. Получается, мы увеличили количество брони, которое у нас с вами есть. Шоколадный батончик тоже съедаем, который нам нужно будет. Не забываем использовать синий инъектор, который дает скороход и дальность стрельбы и вертки. Также параллельно пользуемся пилюлей бессмертия, которая нам тоже дается возможности. Здесь мы не должны забывать про увеличение меткого глаза. Даст тоже нам возможность более лучше стрелять. И что-то я еще что-то забыл, который не могу вспомнить. Какой-то еще один ингредиент, которым мы должны были с вами воспользоваться. Давайте еще раз посмотрю. Надо быть полностью быть готовым для того, чтобы с первого раза сразу пройти этап без повторных движений. Так, больше движений у нас с вами есть. Мы уже это сделали. Сложностей тут никаких не должно быть у нас. Ну все, когда получается. Мы один за один сейчас мы не будем есть. У нас для этого есть ампулы, которые мы можем с вами воспользоваться. Так, а где это ампулы у нас с вами? Они где-то были здесь у нас в аптечке должны находиться. Вот они. Ампула Лина. Применяем. Я здоров, да, получается? Ясненько. Тогда мы сделаем следующим образом. Воспользуемся, получается, что нам даст ампуктурный комплект. Процедура для боевой формы. Раз. Ну, по идее... вот больше движения он дам. Шикарно. То, что нам нужно. И, получается, нам остается следующий момент воспользоваться... Здесь у нас музыкальные инструменты, которые у нас с вами есть. Как говорится, все вещи хороши. Не понял, где мои музыкальные инструменты. Вот, вижу. Все вижу. Давайте им воспользуемся. Сразу же включить музыку. Музыкальные колонки, которые тоже ждешь. И вы можете посмотреть, что у нас с вами есть. Получается, броненосец 1, 2, 3 степени у нас есть. Верки, дальность стрельбы, здоровяк, меломан. Также меткий глаз, новогоднее настроение, отдых ванна, охотники за головами и многие другие вещи интересные, которые вы тоже можете полностью наблюдать. Так как у нас стоит с вами полярная броня, в первую очередь нам нужно сейчас сбросить количество жизни, для того, чтобы увеличить количество урона, который с вами у нас сейчас должен быть. А для этого у нас должна быть специальный медицинский рюкзак. И что мы с вами делаем? Мы выделяем по минус 30 донорские материалы, которые в дальнейшем мы можем также ими и воспользоваться. Самое главное, не переборщить, а то иногда был у меня такой случай, нажимал, и в итоге мой персонаж умер. Был такой момент, были такие моменты. Так, доводим до 38. Можно, конечно, до 8 довести, но
Термска 38 у нас будет. Бронежилет сопротивление урону от людей 15%. Мы его надеваем. И давайте теперь еще раз проверим, что у нас получается. Маска есть, полярная броня есть, броник у нас есть. Ага, вот и как раз мы с вами перепроверили. Такое бывает иногда, когда мы слишком много делаем функций. Здесь, как говорится, нужно работать по протоколу. Одеваем разгрузку диверсанта. Теперь еще раз смотрим. Здесь все более-менее нормально. Получается, мы с вами готовы. Так, сейчас я поставлю на задание, которое у нас с вами есть. Здесь мы икрой пользуемся, здесь сахар, все на месте. Окей, давайте приступать. Посмотрим, что у нас в первом этапе, какие у нас там будут сложности. Побежали. Увидев солидную гордость фишек, меня без промедления проводят к ближайшему столу. Но и соперники мне попались. Я даже рад, что за порядком тут следят мордовороты черной колоды. Вступить в игру. Собрав обязательные ставки, крупье раздает карты, как и большинство советских граждан. Я не силен в покере, но моих знаний хватает, чтобы понять, пришедшая рука вряд ли обеспечит победу. Значит, будем блефовать. Один из игроков поднимает ставку, следующий поддерживает. Моя очередь, конечно, поддерживать ставку. Или поднять. Давайте я подниму ставку. Игроки бросают на меня подозрительно настороженные взгляды, стучат пальцами по столу, напряженно размышляют. В итоге алчность перевешивает, и один за другим они поддерживают мою ставку. Самое время сделать то, зачем я сюда пришел. Поставить на кон фрагмент карты. Я кидаю в центр стола бумажку. Все собравшиеся видят кусок, видят рисунок на ней. Возвышенности, отметки высот, аккуратная штриховка болот. Автор явно разбирался в картографии. Крупье поднимает брови. Что это? Кое-что весьма ценное. Крупье долго вертит бумагу в пальцах, потом бросает ее мне. Мы не можем принять это в качестве ставки. Думаю, вам стоит покинуть заведение. Будьте добры, отдайте этому господину его выигрыш и проводите его к выходу. Он закончил игру на сегодня. Выйти на улицу. И к нам подходит какой-то Эдгар Покерфейс. Я покидаю игорный дом, но дорогу мне переграждают несколько отлично вооруженных громил. Из-за их спин появляется невысокий человек в импортном костюме. А несколько мгновений он молча рассматривает меня, потом спрашивает: «Откуда у тебя эта карта, дружище?» Есть два варианта, да, мне? Какая карта мне дала джекпот девчонка из казино? Ну, давайте сразу второй вариант. Я должен был догадаться. Эта аферистка успокоится только в могиле, и скоро мы ее туда отправим. Но чего она хотела добиться, прислав тебя с картой прямо ко мне в руки? Я не знаю, кто ты, не знаю, что это за карта. Он смотрит мне в глаза пристально, испытующе. Потом кивает. Наверное, обидно умирать, не понимая, почему умираешь. Что ж, я известен как Эдгар Покерфейс, глава славной организации «Черная колода». А карта, фрагмент которой ты доставил, указывает на место падения самолета полного сокровищ. Самолета полного сокровищ, говорит наш персонаж. Да, когда началась атомная война, ваше руководство пыталось вывести часть ценностей из Москвы. Несметные богатства погрузили в самолет Ан-124. И он даже благополучно взлетел, но на место назначения не прибыл. Где именно он упал, неизвестно. По слухам, эта карта указывает на место крушения. Все ясно? Типа того. Отлично. Потому что сейчас мои уважаемые коллеги, храбрые десятки из черной колоды, тебя убьют. Надеюсь, это будет быстрая и легкая смерть. А я заберу твой фрагмент карты и продолжу поиски сокровищ. Как говорится, каждому свое. Схватиться за оружие. Вот и как раз пошло у нас с вами разборки. Берем генку. Из вооружения, что тут у нас, давайте мы сразу подготовим. Получается, как обычно, рельсотрон мы с вами берем. Это будет наш, как говорится, джекпот или наш джокер. И в итоге получается, как обычно, я возьму, видимо, цикату. Также думаю. Пистолет все равно нам нужен, да, будет, получается? Может Z9 взять, но Z9 он против броньки плохо, а тут большинство все бронированные у нас дядьки. И тогда лучше, когда возьмем, получается, это вооружение.
И... И остается у нас, когда получается одно. Почти то же самое, зря, что я полностью убрал. Возьмем, получается, фейерверки. Их же нужно как-то удерживать на дистанции, чтобы я мог работать. Вот и все, 4. Полностью мы готовы начать бой. Так, у нас, получается, картина сложилась вот таким интересным моментом. Так, мы троих сразу забрали. И тут сразу же таким образом забрали. И все. Так быстро. Завершить. Я уцелел только чудом. Кажется, пора задать джекпот пару вопросов. Вернуться в джекпот. Так, мы здесь должны забрать ящики, которые здесь у нас с вами есть. И направляемся, получается, для разговора джекпот. Говоришь, за твоим куском карты сам покерфейс явился? Ничего себе. Это значит, я была права. В черной колоде уверены в том, что карта подлинная. И наверняка уже завладели другими фрагментами. Нужно отправиться в 3 топора и найти их. Очередная подстава? Нет, спасибо. Ну хорош. Шоу разнесем, там все к черту матери. Второй вариант берем. Вот это настрой. А когда соберем карту, я починю свой старенький У-2. И мы полетим на нем за сокровищем. Впрочем, не стоит забегать вперед. Сейчас на повестке разгром игорного дома. Давай там и встретимся. Договорились. Так, у нас здесь сейчас начинается суета, да? Все так же на север мы поворачиваем, все туда же мы полностью и едем. На подходе к 3 топорам я слышу выстрелы. Кажется, джекпот решил и меня не дожидаться. Броситься на подмогу. А, у нас сейчас с вами еще пассажир будет. Так, Генка, готовься. Ты сейчас будешь чисто оборонительно у нас с вами участвовать. Но, думаю, менять не будем. Такой же колоды и пойдем. Да, такая колода более-менее стандартная, мне нравится. Ну, так себе скажу, честно признаться. Ожидал больше. Все хлюпенькие какие-то. Да, все хлюпенькие. Ну, что-то несерьезно. По тем картам, которые мы ходим, там на большей серьезности. Босс, единственное, нам нужно спасать Джокера, который здесь у нас с вами есть. Так, как будем стрелять? У нас есть такой вариант. Мы можем сразу сюда выстрельнуть. Давайте так и сделаем. 4 сразу забрали. Вопрос сразу автоматически решен. И думаю, мне вот эта шестерка не нравится. Вот эта шестерка ловкач по причине того, что у него шанс уклонения почти 50%. И поэтому я всегда его только беру гранатами. Либо можно сделать по-другому. А мы сделаем так. Не, мне нужно по-любому этих двоих вытащить. Если я хочу что-то более-менее сделать. Хорошо, сделаем так. Теперь у меня есть вход, да? Мы пройти сюда не сможем, что ли? Ну, хотя бы так можно, да, сделать? Но все равно не резон. Было бы здесь, я мог бы сюда взять и двоих здесь полностью остановить. Ну, давайте, когда ближе к Джокеру, отправимся, будем, как говорится, ее защищать от этих нехороших людей. Давай сюда двоих тоже заберем. Все, двоих мы полностью забрали. А эти откуда гаврики у нас повылазили? Почему они повылазили? Я их не просил. Ну, я думаю, можно уже пропускать задание. Так, ты у нас будешь следующим образом. Ну, давай, Генка, отсюда, когда пройдешь. И нет, давай вот сюда лучше сделаем. Вот так. Метаболизмом его запустим. И сразу уходи в угол. Ты сейчас понадобишься мне. Ну, почему ты вниз не ушла? Ой, как хорошо. Ой, молодцы. Это просто кайф. Просто они меня услышали, сказали, ну, давай, Оскар, делай с нами, что ты хочешь. И мы как раз вот так и сделаем. Вот и все, вопрос был полностью решен. Ну, очень изи, очень легкий вариант прохождения первого этапа. Сложности тут никакого нет. Но зато сколько очков дают? 4000 очков дают. Это просто здорово. Ладно, берем. Так, джекпот говорит следующее. Забрызганная чужой кровью находит раненую десятку. Тот безуспешно пытается уползти прочь.
Джекпот склоняется над ним, поигрывая пистолетом. «У тебя только один шанс, парень. Отвечай, видел ты кусок карты, похожий на этот? И помни, честность спасает жизнь». Прислушаться. Десятка шепчет что-то, протягивает ей еще один фрагмент карты. Джекпот внимательно рассматривает бумажку и кивает. Парня можно отпустить, не соврал. Он сказал, откуда у них карта. Якобы кому-то в черной колоде этот фрагмент подкинули в почтовый ящик. Бред какой-то. Нужно все-таки найти старика, который проиграл в казино мой фрагмент. Постараюсь вычислить его. Он наверняка должен знать больше. Что мне делать? Будь на связи и собирай фишки для казино. Мы обналичим их и на вырученные средства сможем отремонтировать мой У-2, чтобы отправиться на нем за сокровищем, попрощаться и уйти. Ну вот мы с вами прошли первый этап, получили ящик. Так, давайте его вскроем, посмотрим, что в этом ящике у нас с вами есть. Ну, единственная самая дорогая вещь, это у нас получается бомба. На это и еще, как говорится, огромное спасибо, и то можно было бы еще получше что-нибудь туда спрятать. Ладненько, жаловаться не будем, что дают, то и берем. Забираем все, что у нас с вами есть, и обратно возвращаемся, теперь получается на базу. Что у нас получается? У нас получается то, что на второе задание требуется 500 красных жетонов, да, у нас? Конечно, мы могли бы сейчас это сделать, но это будет через день. Мы будем все равно собирать красные жетоны, пытаться для того, чтобы каждый через день у нас выходила очередная серия по DR Survival. И в дальнейшем у нас было собрано количество денег, чтобы мы могли получить свои облики, которые здесь у нас с вами есть. Кстати, по прошлой серии, по обзору джекпота я говорил о том, что невозможно было посмотреть. И благодаря моим подписчикам они сказали, что можно посмотреть, и на то, что я не обратил на это внимания. У нас с вами, оказывается, есть возможность через облики это все смотреть и видеть. Так что мы этим как раз и воспользуемся. Так, получается, место отдыха. Если мы сможем с вами прокачать, нам даст следующий долгий сон, дает эффект отдыха раздающего. Он дает защиту от взрывов, повышает урон от дробовиков и меткость в том или ином случае. Здесь у нас с вами получается верстак, позволяет создавать кевларовые жилетки и гранаты Джокер. Отлично. Здесь у нас дает возможность костер, позволяет использовать гнилые овощи и тухлое мясо в качестве топлива для костра. Надо будет посмотреть, точно не знаю, сколько будет давать огня. Ну, например, в нашем случае самый такой лучший вариант, который у меня имеется, это, конечно же, выдача со спиртом, по-моему. Открывай дополнительно. Нет, не этот. Формула для огня больше, чем от каменного угля. Да, спирт. То есть здесь она дает более 30, да, у нас? Да. Сами видите, да, наблюдаете, 30. Но так как у нас икра с вами портится, мы, как говорится, пытаемся, ну, как-то по максимуму использовать полезность того, что у нас с вами есть на складах. Хорошо, идем дальше. Костер мы с вами посмотрели, надо дальше посмотреть, что из себя представляет, сколько уходит на нем. Или напишите в комментарии, если он у вас открыт, сколько же все-таки получаем мы с вами от тухлого мяса и гнилых овощей. Что касается по поводу кухни, то здесь позволяет создавать консервированную воду и старые консервы на кухне. Тоже хорошая вещь, я сейчас в данный момент и как раз и использую. Дальше у нас с вами есть химлаборатория, позволяет создавать паленый энергетик и ампулина. Химлаборатория. Тоже хорошая вещь, касаемо по поводу ампулина. Надо постараться ее тоже заполучить. Также плавильня позволяет создавать предметы для продажи в поселениях из металлолома. В этот момент я не знаю, как она работает. Ну, если получится ее прокачать, посмотрим. И вообще экономически это выгодное или невыгодное использование плавильной однорукого бандита, как здесь указано. По поводу дубильной здесь, видимо, ничего нет у нас. А самогонный аппарат позволяет создавать ром король шутов на самогонном аппарате. Что касается по поводу рома король шутов, который здесь у нас с вами имеется, я его не беру в основку по одной простой причине, потому что он дает 50% вертки и опьянение 50%. Всегда, когда я им пользуюсь, почему-то опьянение всегда получаю больше, чем получение того же самого вертки. Мне легче съесть закуску, и зато я сразу получаю вертку, которая здесь у нас есть. Но она, конечно, борется с количеством радиации, особенно для ребят, которые играют на начальных уровнях. Я думаю, что им даже будет
полезнее. Хорошо, давайте дальше посмотрим, какой облик у нас с вами есть. Мне сказали, что здесь самый коронный из всех коронных, которых у нас с вами есть, который нужно в первую очередь прокачивать, это у нас с вами является Великий Комбинатор. Открывает дополнительную ячейку для взлома и чтения, то есть является самым таким крутым обликом, где у нас есть будет возможность не один, как говорится, сейф взламывать, а сразу взламывать 2 сейфа. Как раз нам он и нужен будет. Мне просто если интересно, я что-то на это не обращал внимания, а он у нас получается сколько процентов выпадает? В 10%, да, у нас? То есть получается мы можем его даже больше заполучить по сравнению с другими вариациями, которые мы здесь с вами видим. Только непонятно, где сколько у нас, 21%, да, в случае возможности заполучить. И таких вещей нам нужно как минимум 10 прокруток сделать для того, чтобы получить данную вещь. Ну ладно, посмотрим, что в будущем будет, как она будет реализована. Это тоже мы с вами переиграем. Ну, такие моменты, все, что пока у нас с вами тут происходит. Через день мы с вами обратно встретимся, будем проходить второй этап. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте колокольчик для того, чтобы не пропустить выхода новых серий. Если у вас возникают какие-либо вопросы касаемо по поводу возможности использования, пишите. Давайте поэкспериментируем, посмотрим, как это можно реализовать. И либо у вас есть какие-то секреты, лайфхаки быстрой прокачки, потому что ребята писали до этого. Если такие возможности есть, давайте соберем около 5-4, и отдельный видеоролик можно будет сделать. Слава богу, пока ресурсы полностью позволяют. Единственный момент хотел вас уточнить и спросить по поводу не помощь населения. Я уже уничтожил, да, получается? Подпольная лаборатория. То есть у нас есть с вами подпольная лаборатория, и, как обычно, в играх еще есть, помимо подпольной лаборатории, что-то должно быть еще. Подскажите, где они, большинство, могут находиться? То есть в разных частях картах. Иногда бывает здесь, в этой части. В контрабанде у нас было в западной части. Просто дайте мне хотя бы наводку, и я уже дальше посмотрю и исследую те или иные места и возможность, что из этого можно будет заполучить. По крайней мере, тоже ресурсы позволяют. Вот и все. Если видеоролик вам понравился, не забудьте поставить жирный лайк. Я на этом с вами полностью прощаюсь. Всем всего доброго, удачи, успехов. Увидимся уже в следующих сериях. Всем пока. Пока.